Привет всем! Сегодня классная погода. Мы идем в город. В городе сегодня летний праздник. Приглашаем вас. Пойдемте вместе с нами. Так, ребята, ну ближе и ближе мы подходим к нашей променаде. Это как бы находится как в центре города, на променаде от нашего дома. Но вот мы спокойным шагом 10-12 минут. 10-12 минут с Димой шли. Вот сейчас буду вам показывать. Ну, наверняка там будет немножко громко. И, ну, постараюсь. И он очень, кстати, очень длинный и большой. Сколько мы сможем сегодня пройти? Ну, постараюсь максимально. Полтора-два, наверное. Да, постараюсь вам максимально атмосферу перенести, скажем так. Ну все, вот перешли мы дорогу и попадаем на наше Бодензей. Людей очень много, музыка, настроение. Кстати, сегодня очень хороший вид. Обычно у нас очень повышенная влажность, и поэтому не сильно видно. Горы не видно, да? Не сильно видно горы, да. Но сегодня, ребята, нам повезло. Но все, не знаю, по камеру это будет видно. Сразу немножко музыку услышали, людей услышали, настроение поднялось. Мы любим этот праздник, ждем всегда его. Посмотрим, что там будет. Мы пришли, конечно, достаточно рано, да, в 6:30. Это сейчас в основном родители, дети. Вечером, конечно, здесь, ну, к ночному времени. Палатки, музыка, палатки, музыка. Цепели наш. Благодарим за настроение. Спасибо. Только зашли. Еще, конечно, все пусто. Вечером это будет так, что, можно сказать, мы Сейчас все только не сядем, да, не сядем. Ну, мы так, на пару часов прогуляться, выйти. Погода хорошая. Ну, в принципе, здесь немножко уже достаточно плотноватенько. На половинку здесь чуть-чуть плотноватенько. Я бы уже сел в пиво. Нет. Мы идем гулять. То есть начало его там далеко, мы туда не пойдем. Мы так немножко к серединке. Зашли к серединке, чтобы постараться все обойти, скажем так. Это наша повседневная здесь жизнь, в принципе, только просто народу больше. Народу В принципе, больше. это курорт, наш Фредериксхафен город, 63 тысячи населения. Здесь, в принципе, жизнь всегда кипит. Ну да, зимой немножко меньше, да. Ну, да, но летом приезжают сюда со всех концов. Да, Ну, больше, конечно, немцы, да. на променаде всегда очень плотно. Как Дима сказал, что туристов у нас очень много. И, в принципе, как бы вся променада, она и состоит из отелей. Вот. Ну, сегодня праздник, и съезжаются даже соседних. Ну, как я до этого и сказала, да, сейчас в основном взрослые люди отдыхают или дети с родителями, поэтому народу не очень много. Люди все дружелюбные, люди все в хорошем настроении. Сегодня пятница. Праздник стартовал вчера, в четверг. Он всегда стартует в четверг. Сейчас где-нибудь присядем здесь там, да? Ну, где-нибудь, да, сейчас сядем. Фонтан. Чтобы немножко сориентироваться, сосредоточиться, сориентироваться, немножко блик поймать. А сейчас вот эти, где пивнушки, где все танцуют, поют. Дальше идут аттракционы, качели. Да, там дальше будут аттракционы. Полтора в длину. Кораблики плавают.
Здесь у нас Австрия. Вот так примерно. А здесь Швейцария, получается. 3 страны делят наше озеро. Германия, Швейцария и Австрия. Мы живем на 2 границах, Австрия и Швейцария. Первая это вот 20 километров, это вот уже Австрия. Он, посмотри, как кораблик. Кораблики очень красивые. Ну да, вот, Фридрихсхафен же переводится как город, порт Фридриха. Поэтому, естественно, здесь есть порт. Озеро чистое, вон. Ну, обмелело сильно, сильно жарко. Жарко, да, обычно оно вот здесь стоит. Да, и... в него входит река Рейн. Угу. Естественно, Рейн тоже обмелел, поэтому здесь меньше воды, да. Но она очень красивая, очень завораживающая. Смотреть на него. Мои глаза не устали. Мои глаза не устали смотреть на эту чудесную природу. Ну все, пойдемте дальше, посмотрим, что там нас ждет. Пока так. Столы готовы, гости подойдут. Так, ну что хочется отметить в первую очередь, что организация очень классная. Каждых 5-10 метров стоят туалеты. Достаточно чистые, удобные, с мылом, с туалетной бумагой. То есть все присутствует. Это очень удобно. И сейчас я вот разверну камеру, покажу. То есть такие штационы стоят, где уже готовые кранкенваген, да, как машины скорой помощи. И такие, как это назвать, ну как первая медицинская помощь, да, как оказание. Мы еще туда дальше не прошли, мы в принципе только зашли не так давно, но сказали, что в этом году очень сильно все это отгородили. Вот медики ходят, вот машины наготове стоят. Все стоит, все готово. Кому нужна будет помощь, все на месте, в общем. И сказали, что очень сильно отгородили, чтобы не могли сюда как попасть машины. До 14 лет, это в этом году тоже такой первый закон Гезец, что дети до 14 лет без бегляйтинга, без как взрослых людей могут здесь находиться без 20 до 20 часов. То есть полицай, контроль большой. Все должны идти домой. Ну и вот как бы сегодня такой новый закон в этом году, что дети до 14 лет без присутствия взрослых или как родителей, да, что до 20 часов должны покинуть праздник. Так, ну здесь, грубо говоря, такая спокойная зона, да, где можно поиграть, что-то купить. Тут, по-моему, даже заплетают косички. Daniel, hast du jetzt für mich direkt mitgezahlt? Ja. Ich habe auch gezahlt. Ich muss ganz auf die Szene aufpassen. Тут очень пока тихо и спокойно. У людей, вы сами видите, несмотря на то, что сейчас 18 часов, да, людей просто много.
Вот в нашем городе, да, 60 тысяч населения. И вот ежегодно проходит такой праздник, который мы безумно любим. Мы его каждый год посещаем. Он называется Seehäusenfest или как Sommerfest, да? Он одну неделю идет. Потом он переезжает в соседние города. От школы дети получают билетик, например, там на одну бесплатную качелю и там на сосиску с булочкой, там от работы, там тоже Дима принес 2 билетика, там на 2 качели, то есть город это тоже поддерживает, чтобы ходили. Ну, когда мы уже до качель, до аттракционов дойдем, посмотрим цены, но для меня как бы праздник очень масштабный, очень организованный. Но все равно сейчас все очень достаточно тихо, культурно и спокойно. Вечером, конечно, начнется уже как лайв-мюзик, да. Уже будут танцы, веселье. Ну, пока так. Здесь можно взять катамаран или лодку, и кататься. Мы иногда это делаем, но не сегодня. So, wir sind jetzt genau im zweiten Mixed-Halbfinale. Die Minions auf der linken Seite gegen die Crossfitterinnen zu sehen auf der rechten Seite. Die Crossfitterinnen im rechten Boot A, also das erste ist Boot B, Entschuldigung, und die Minions auf der linken Seite vom Boot B. Какие-то команды готовятся, видимо, сегодня какой-то турнир в честь праздника. Люди все очень в хорошем настроении, людей мега много. Так, ну идем дальше. До аттракционов мы еще не дошли, но посмотрите, сколько летних, летних кафе. Все люди отдыхают, все люди расслабленные. Даже сегодня очень много костюмированных людей. Не знаю по какой причине, потому что на Seehäusenfest у нас никто не одевается в костюм. У нас есть специальные какие-то праздники, когда мы одеваем костюмы. Но сегодня не этот день, но может быть у человека такое настроение или он просто так решил, в общем. Ну и вот и получается вот на Бодензе все в котелях с видом на озеро, с видом на горы. Это сегодня, говорю, еще хорошо видно. Обычно у нас зимой очень хорошо видно горы, потому что зимой влажность меньше, ну как, пониженная. Летом она очень повышенная.
И меньше видно гор. А вот зимой они прям как будто на ладони, как будто бы они вот прям рядом с тобою. Ну и тем не менее, сегодня мы неплохой такой вид застали. Бывает, что вообще ничего не видно. Магазины сувениров, конечно. Мороженое везде, сколько хотите. Так, вон кораблик выплыл. Подойдем к берегу. Здесь уже поглубже. Ну, вообще, да, в этом году очень сильно у нас озеро обмелело. Рыба ушла на дно, в середину, потому что вода теплая и обмелела. Ну и, конечно, как же без витрин золота с красивым шмуком на променаде. Люди отдыхают, люди расслабленные, хорошее настроение, покупают себе красивые вещи. Мы продолжаем нашу прогулку. Мы уже живем во Фридрихсхафен. Я не знаю, сколько, 18 или 20 лет. 18 лет мы живем именно во Фридрихсхафен. И сколько бы мы здесь не прогуливались, я себя всегда ощущаю, как будто бы я в отпуске. Хотя, говорю, мы 10 минут живем от озера. Приходим сюда, ну, когда у нас отпуск, конечно, почаще, когда работаем немножко реже, но когда приходим сюда, мы прям погружаемся, как будто бы мы в отпуске. Маленькие мини-кафешки, очень уютные. Ну и по ценам я вам могу сказать, что цены здесь очень доступные. Цены очень доступные. Обслуживание отличное. Они сидят, отдыхают, могут просто что-то выпить, напитки. Кто-то может перекусить. Вот такая у нас атмосфера в городе. Bitteschön.
нашу сегодняшнюю прогулку. Мы идем дальше. Мы сегодня все-таки дойдем до променады. Вернее, пройдем нашу променаду и дойдем до аттракционов. Нам позвонил наш младший сын. Приехал на велосипеде к нам, и сейчас мы будем кататься. Но пока вот мы более в таком тихом, уютном месте. Тут у нас магазин книг и городская библиотека. Очень большая. Ну, достаточно новая. Там ей, ну да, лет 20. Современная. Да, вот здесь магазин книг. Тут, конечно, для туристов. Ну, это тоже наш центр, где мы можем приехать купить себе одежду. Bei diesem Wasserteil bist du nicht. Ja, ich bin nicht im Wasser, aber kein Schlagerboot. Ich muss nicht eigentlich. Einfach ableiten. Ресторан вот здесь на первом этаже, а вот все вверх это библиотека городская. Ну, кстати, мы вон уже с вами видим аттракционы. Уже мы выходим с такой спокойной зоны. Спокойной зоны, где люди отдыхают, кушают, выпивают. И сейчас мы пойдем с вами. Nice to meet you. Вот в таком настроении молодежь уже прибывает у нас. Hi. Вот сюда надо садиться на лодку. Вот сейчас стоит Констанс 20:30. Следующий 20:30 последний Констанс, и Мерсбург 8:50. Это утром уже получается. Сейчас последний отошел. Здесь что у нас? Ягоду продают. Клубника, мне кажется, уже немножко отошла. Что не продают? Не очищенную клубнику продают. Хотя уже клубника сезон 7:50. Но это уже с шоколадом, с орехами. Ну все, ребята, давайте идем в гущу, в пущу. Так, идем дальше. Это вот такое у нас такая у нас красивая библиотека, да, где я с другой стороны подошла. То есть хоть библиотеку вот здесь. Очень современно, красиво. Все украшено флажками. А вот, кстати, да, первое ограждение я вот вижу. То есть там на променаде так и так нету, да, как входа машин. Вот здесь первое ограждение я вижу. Первые аттракционы для детей, для малышей. Но мы уже для малышей проходим мимо. Идем уже на взрослые аттракционы.
Перекуси здесь везде есть, на любой вкус, все, что ты хочешь. Что тут у нас? Банан в шоколаде, клубника в шоколаде, абрикосы, яблоко, да, апфель. Яблоко 3,50, абрикос 4. Вот по таким палочкам. Erdbeeren weiß bitte. Цены можете увидеть. Ананас 4. Ну, то есть это прям полноценная такая большая порция. Здесь у нас блины, кофе. Здесь прохладительные напитки. Ja, okay. Verstehst du? Ja, Это штука ручной работы. Тут у нас магазины. Это у нас Альтштадт, да, центр. Вот, посмотрите, какая красота. Добрый день, здравствуйте. Мы вас знаем. Вы наш гость. Спасибо. Каждый год вы к нам приезжаете. Зимой с матрешками. У вас ассортимент новый. Меняется иногда. Очень красиво, очень. Откуда ваша продукция? Что-то делаем сами, что-то меняемся. Сами делаете? Ну, давно же, я просто занимались этим, потом думаю, надо по новой заниматься. Просто волшебно. Просто волшебно. Сами вы с какого города? Не надо. Эрфурт. Мгм. В общем, ребята, кому интересно, приходите. Город Эрфурт. Ручная работа. Вот такая красота. Все это вы можете приобрести здесь у нас. Ну, конечно, куда мы без сладости, да? Праздник, алло. Праздник для детей. И, естественно, сладостей здесь очень много. Мы как-то их покупаем. Вот если миндаль, вот орехи таком. Ну, мы как-то это зимой больше любим покупать. Ну, хотя сейчас, если сынок попросит, купим и ему. Но мы нет, мы вот зимой любим. Так, здесь вот, смотрите, тоже ограждение стоит. Но пока вот в той спокойной части полиции я не видела. Хотя сказали, что в этом году будет очень усиленный контроль. Но пока, сколько мы гуляем, еще я ни одного полицейского не встретила. Ну, возможно, может, они попозже приедут. Контроли будут такие. Но сказали, что в этом году будет очень все охраняемо. Время у нас неспокойное, как говорится. Поэтому... Тут какие-то поделки из дерева. Ну вот, в принципе, проходим мы сейчас через этот маленький туннель и заходим в такую громкую атмосферу, где начинаются аттракционы.
С этого мы и начнем. Это самая моя любимая качели. Я ей не изменяю никогда. Каждый год официально я на ней катаюсь. С нее мы и начнем. Хотя не каждый год на это место ставят разные качели. Ну, как бы принцип одинаковый, но так, ну это не самое лучшее, ну ладно, окей. Придется не изменять своим традициям, будем кататься. А, кстати, пойдемте посмотрим цену в этом году. Hallo, what's your price? А, andere Seite, окей. Сейчас мы посмотрим, сколько стоит качели в этом году. Цены, конечно, разные на качели. Ну, допустим, это 5 евро. Мне кажется, в том году тоже было 5 евро. Хотя раньше они делали, допустим, там для ребенка до 12 лет, там, допустим, 4 евро, для взрослого 5. То в этом году у них просто одна единая цена. 5 евро для всех. Ну, сейчас мы покатимся с моим сыном. Ну, как я уже и сказала, первая качеля мне не понравилась. Или я уже не та. Обычно потому что мы с этой качели всегда начинаем и идем уже с хорошим настроением. Но что-то мне не зашло. Вот я говорю, не пойму, то ли качеля не та, то ли я не та. Че, поедем на тыковках? На тыковках. Да? Так, посмотрим. А, вот видите, здесь по-другому. Один билет 4 евро, 4 билетика 14 евро. То есть даже если один ты берешь, то на 1 евро дешевле, чем там, но 4 будет дешевле. Поедем на это с камерой? Так, ну настроим. Да. Мы не попадаем под этот ангибот, но ничего. Поедем. Так, как она? Ну вот, видите, здесь тоже ограждение. То есть давайте так посмотрим. Да, такие ограждения, в принципе, всегда были, но в этом году как-то по-особенному подготовились, таких не было ограждений. Так, вот так нас встречает качеля. А, подождите. Нет, это уже другая, это не нос. Наверное, какая-то комната страха. Да-да-да, это комната страха. Потому что, я говорю, праздник проводится каждый год, но каждый год разные аттракционы. То есть это тоже очень интересно. Да, то есть это тыковка. Ну, сейчас мы посмотрим, что с этой тыковкой. Что с этой тыковкой? Как она едет? Да, я посмотрю. Такой мини-авторбан. Ну, что-то, по-моему, она совсем детская. Не-не. Не-не. Так, я так понимаю, что это комната страха. Уже я тут увидела первый патруль полиции. Да, прошел, кстати, первый патруль. Ограждение тоже на входе есть. И, как я сказала, что это ежегодный праздник, да, как бы качели не повторяются. Каждый год приезжают плюс-минус разные качели, разные аттракционы. То есть оно нам не надоедает. Ну да, это комната страха. На паровозе ты садишься и туда. Это не для меня, не с моей нервной системой.
Так, пищат, визжат. Значит, аттракцион. А, вот, Дима, вот эту я люблю. Вот она всегда стояла на Эдеке. Да, вот эту я люблю. Она как бы быстрая, но она на земле, а та наверх пошла. Я не люблю, что касается на вот эту я люблю, конечно. Und an die Mäusche in der Mitte hier. Die sind jetzt links nach unten nach vorne. Dani an der Mitte. Einschenkelbrüche. Dani Mäusche mit hier. Einschenkeln. Nicht einschlafen, hallo, ja? Beide Hebel zur Mitte drücken, den Hügel hochdrücken. Beide Hebel zur Mitte drücken. Beide Hebel zur Mitte drücken, den Hügel nach oben drücken. Dann geht's raus hier. Beide Hebel zur Mitte drücken, dann geht's raus hier. Dani Mäusche in der Mitte hier. Dani ist ein richtig. Рискнули я после той качели, что-то мне та не очень зашла. Ну, посмотрим. Что ты, Милан, скажешь? Пойдем на нее? Сейчас мы посмотрим, сына, как она будет ехать. Сейчас она начнется. На вот этом Ризенрад, да, или как чертово колесо по-нашему. Мы так попали, даже не знали. Я вообще очень сильно боюсь высоты. И мы один раз поехали, и время совпало с салютом в 22 часа. И она остановилась в 22 часа, как раз мы были на самом верху, и начался салют. Боже мой, мы так долго простояли на этом верху, просмотрели салют, и то есть это, наверное, было, я не знаю, лет там 15-13 лет назад. Больше я на него не сажусь. Хотя вид-то шикарный, да, на озеро, но нет, высоты я очень сильно боюсь. Так, ну все, стартует эта качеля. Сейчас мы посмотрим, как она будет. Заряжается. Конечно, очень много молодых людей, очень много молодых семей с маленькими детьми. Очень здорово, приятный праздник. За счет этого, кстати, у нас в понедельник школы закрыты из-за этого праздника. В понедельник дети будут дома, чтобы все смогли посетить праздник, отдохнуть, и во вторник стартуем. Это морепродукты, да? Да, что-то такое есть. Что там, 4D кино? Окей. А что там может быть? А, там, вибрацион, да, там, да.
Сыночка, хочешь на вот это Аладдин? Не-не, я в том году с тобой была на этом Аладдине, сказала, все, не Эмальс больше. Не Эмальс. Я его в четверг забрала со школы, когда он стартует, этот праздник, в четверг вечером. Я его забрала со школы, мы сюда приехали. Он мне уболтал на этот Аладдин. И я сказала, нет, все, больше я на нем не поеду. Ну не, а почему? Он по мне, он лучше, чем вы катались. Битыщун, я вас подожду. Если у тебя есть Бог, пожалуйста, я нет. Это так захватывает дух, когда ты вот именно вот в этом моменте захватывает настолько дух, вот это потом... Я катался. Ой, не. Что, мы пойдем прямо? Видите, Туда? потом он потом кругом пойдет. Это очень. Я просто закрыла глаза и ждала, когда он закончится, когда он остановится. Мне было очень неприятное ощущение. 1001 ночь, да? 1001 ночь, да. Вот так вот он катается. Или это. Мне даже видите, он еще и остановился, да? Вроде там еще руками машет. Сейчас полетит дальше. Даже не уговаривает. Ну давай, хватит стоять. Ну это вообще издевательство, так долго стоять и такое вау! Нет. Это очень страшно. Нет. Так, идем дальше. Громкость, конечно, увеличивается. Я не знаю, будет вам слышно или нет, но масштабы буду стараться вам показывать. Ну, это тоже, я такая думаю, что это типа комната страха или там что-то пройти, квест какой-то нужен. Нужно детям. Все тяжелее и тяжелее ходить, да, плотность увеличивается.
думаю, что нет. Она должна была намного быть круче. Так, ну сейчас мы пойдем сюда. Такой как Эсбирай. Пойдем посмотрим, что здесь будет. Ну да, вот мы зашли в такой Эсбирай. Здесь коктейли на выбор, всякие пунши, компоты, арбузные, лимонные. Все, что хотите. So, wir singen zusammen. Etwas höher. Здесь у нас курица, по-моему, продается. Если кому-то будет интересно идем дальше. Zum Seehausenfest, Sonntagabend am Leben. Und das geht so, Achtung, ersten Tor. Здесь сосиски на гриле, стейки. Ой, а может и не было. Цены, кому будет интересно. Кстати, где в школах у нас еще проходят выпускные 10 классов. Да, у нашего сына тоже несколько лет назад был выпускной. И после выпускного мы пошли сюда по традиции. Праздновали дальше. Живая музыка. Кстати, каждый год эта группа выступает. Я уже их знаю зрительно. Но мы к ним попозже подойдем. Сейчас пока мы посмотрим. Здесь напитки. Вот вам. Так. Пиво с Конфас, да, 5,50. Ну, нормально, пойдет. Ну, нормально. Могли бы, конечно, и подешевле сделать, но нормально, 5,50. Мне бы так ок бы, если 4,50, да. Мы сейчас за колу, за бутылочку 0,5 заплатили 4 евро. С маленькими своими детьми мы тоже здесь катались раньше на воздушных шарах. Ну вот это, наверное, вот именно по мне, вот эти воздушные шары. Ну, в общем, такой я круг сделала, да, что вот люди могут еду купить себе, любую разнообразную, и съесть туда, куда им нужно, посидеть с компанией, с семьей и отдохнуть. Так, ну мы пойдем тоже что-нибудь купим из еды. Пока я тут хожу, ребята выбирают, что они хотят покушать. Надеюсь, уже что-то выбрали. Так, ну пойдемте подойдем к этой группе. The
Alles klar. Вот такая половина курочки за 9,50. Vielen Dank. Ребрышки тоже у него есть. Freunde, von unserem Reini aus Grillfingen. Ну и такой ноте мы с вами заканчиваем, ребята. Наш праздник. Праздник только начинается, у других мы идем домой.